Что обсуждал Нарышкин с Алиевым в Баку? 2 и 3 октября 2024 года директор службы внешней разведки Российской Федерации Нарышкин совершил неожиданный визит в Баку. По данным российских официальных источников, в ходе визита он встретился с президентом Алиевым, провел переговоры с руководителем службы внешней разведки Азербайджана Арханом Султановым и главой службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиевым. Азербайджанские государственные СМИ предпочли широко не освещать визит Нарышкина, в отличие от российских информагентств, а передавали только информацию, уже распространенную в российских официальных СМИ. Пресс-бюро СВР России даже опубликовало сделанную в Баку фотографию Нарышкина на фоне государственного флага Азербайджана. Официальный сайт президента Азербайджана и азербайджанские государственные СМИ обычно публикуют все встречи Ильхама Алиева, но его встреча и беседа с Нарышкиным не освещалась. По словам самого Нарышкина, с президентом Алиевым он обсуждал темы международной повестки и спектр сотрудничества между двумя странами. Нарышкин также впервые публично рассказал о совместной операции двух стран, что стало неким маркером, обозначающим тесные связи между разведывательными органами двух стран. Он не стал раскрывать каких-либо технических подробностей об операции, но упомянул, что в ходе проведения совместных действий удалось устранить провокационную угрозу в отношении одного из российских дипломатов со стороны американцев. Из публичных откровений Нарышкина так и осталось неясным, в отношении какого именно российского дипломата готовилась провокация и в чем заключалась ликвидация провокационной угрозы силами спецслужб двух стран, не говоря уже о том, когда и в какой стране проводилась эта совместная операция. В ходе встречи Нарышкина с азербайджанским главой СВР Арханом Султановым и главой службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиевым было отмечено, что одной из основных задач разведки и контрразведки является своевременное выявление и предотвращение подрывных акций, организуемых за рубежом с антироссийскими и антиазербайджанскими целями. Судя по сообщению пресс-бюро СВР России, на встрече была отмечена необходимость усиления совместных усилий по противодействию использованию иностранными спецслужбами несистемной оппозиции и международных террористических организаций в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в России и Азербайджане. Нарышкин подчеркнул, что особое внимание его страны в плане сотрудничества с Азербайджаном уделяется выявлению враждебных намерений западных спецслужб, направленных на подрыв внутриполитической стабильности в наших странах. Между странами может быть налажено сотрудничество в области выявления, задержания и экстрадиции политических оппонентов и оппозиционных блогеров на территориях обеих стран. То есть Александр Лапшин говорил правду, что в России по требованию Азербайджана могут задерживать известных блогеров и журналистов. Вообще, тема несистемной оппозиции, то есть неподконтрольных правящим режимом политических сил и движений, является самой раздражительной внутриполитической темой двух родственных режимов в России и Азербайджане. И если в России внутриполитическое поле стало тотально зачищаться после начала агрессии против Украины, то в Азербайджане подобную проблему решили намного раньше. Видимо, русским даже после физического устранения главного противника нынешней власти есть еще чему поучиться и набраться опыта у своих азербайджанских коллег. В обеих странах настоящей оппозиции как таковой практически не осталось. Она или в тюрьмах, или в эмиграции. Политическое и информационное поле обеих стран на данный момент достигло высшей степени стерилизации. В ходе визита в Баку Нарышкин также говорил о внутриполитической ситуации в Грузии, заявив, что США пытаются повлиять на предстоящие парламентские выборы в Грузии, которые состоятся 26 октября. Нарышкин выразил уверенность, что народ Грузии сделает правильный и верный выбор, из чего следует, что Кремль открыто делает ставку на победу в Грузии действующей правящей партии. Также вызывает интерес время визита главы российской внешней разведки. Нарышкин прибыл в Баку после визитов туда двух представителей западных разведок. 6 сентября в Баку находился глава Европейского и Евразийского регионального центра разведывательного управления Министерства обороны США Патрик Прайор. По официальной версии посольства США в Баку, находился он там в целях консультаций по вопросам укрепления азербайджано-американских отношений в сфере безопасности. Не исключено, что он встречался с членами правительства, может и с высшим руководством страны, но никаких сообщений на этот счет нет.
Отсутствуют и какие-либо сведения по итогам проведенных консультаций, хотя бы в виде шаблонных текстов посольства США в Баку для прессы. Через неделю после визита прайора Баку посетил глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур. Причем о приезде Мура в Баку стало известно из сообщения в соцсетях руководства Азербайджанского университета АДА, Азербайджанская дипломатическая академия, куда он прибыл для общения со студентами университета и проведения лекции. Но навряд ли Мур приехал с целью прочитать лекцию для студентов и погулять по коридорам университета вместе с ректором Хафизом Пашаевым, родным дядей первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Наверняка Мур, знающий в совершенстве турецкий язык, встречался с высшим руководством Азербайджана и передал некие месседжи от кругов, которые он представляет. Скорее всего, разговоры Мура шли по теме отношений Азербайджана с Россией, тема Ирана в контексте обострения ирано-израильского кризиса и, конечно же, война в Украине. В последнее время Азербайджан все глубже укрепляет экономические связи и отношения в сфере региональной безопасности с Россией и все больше меняет риторику относительно российского вторжения в Украину, тогда как Великобритания и США активно сотрудничают и единым фронтом противостоят российской агрессии. Таким образом, визит главы российской внешней разведки может быть связан как с приездами Мура и прайора в Баку, так и с будущими политическими и военными процессами в регионе. Русских также может интересовать будущее ирано-азербайджанских отношений, от которых во многом зависит судьба главного сухопутного транспортного проекта «Север-Юг», призванного соединить Россию с Ираном и Персидским заливом через азербайджанскую территорию, что, естественно, не может не беспокоить западных партнеров Азербайджана и, в первую очередь, Великобританию и США. Одним из предметов обсуждения Нарышкина с президентом Азербайджана и азербайджанскими коллегами могли быть перспективы подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией и определение роли, которую потенциально может играть в этом процессе Россия. Несомненно, русские хотят получить гарантии от Азербайджана, что без участия России в мирном процессе и контроля России над обсуждаемым транспортным маршрутом в Нахидживан через территорию Армении никакого мирного договора между Арменией и Азербайджаном не должно быть подписано. Буквально на следующий день после отъезда Нарышкина из Баку Алиев во время очередного выезда на захваченные в 2020-2023 годах территории сделал несколько угрожающих заявлений в адрес Армении и других врагов Азербайджана, при этом обрушившись с жесткой и грубой критикой в адрес Госдепартамента США, припомнив им даже бегство из Афганистана и вопиющую неблагодарность в адрес Азербайджана. Вдогонку президенту Алиеву МИД Азербайджана официально заявил, что положение Алма-Атинской декларации о признании территориальной целостности и нерушимости границ между государствами, образовавшимися после распада СССР, не могут свидетельствовать об отказе Армении от притязаний на Нагорный Карабах. Как известно, правительство Армении всякий раз припоминает взаимное признание Алма-Атинской декларации в виде дипломатического успеха и позитивного продвижения своей мирной повестки. Кроме того, Баку в очередной раз подтвердил, что без внесения изменений в Конституцию Армении и снятия преамбулы с упоминанием Нагорно-Карабахской автономной области Баку не намерен подписывать с Арменией мирный договор. Перед отъездом из Баку Нарышкин отдельно и с удовольствием отметил, что в Азербайджане, как и всегда, делегацию СВР России приняли как настоящих друзей. «Мы здесь чувствуем себя как дома». В связи с этим хотелось бы поблагодарить и руководство Азербайджана, и весь азербайджанский народ, сказал Нарышкин. Здесь нужно отметить, что слова Нарышкина – это не дежурные восхваления в адрес азербайджанцев, и в кремлевской среде он играет роль одного из главных азербайджанских лоббистов в окружении российской власти, что, впрочем, ни он, ни другие приближенные к Путину азербайджанские лоббисты особо и не скрывают. Связи Нарышкина с азербайджанским государством и различными азербайджанцами как дружеские, так и делового характера. Они простираются от близких отношений с московским виноводочным бизнесменом Эльманом Байрамовым, который является сватом азербайджанского вице-премьера Ягуба Эюбова, у которого есть широкие коммерческие отношения со многими высшими чиновниками России, как, например, миллиардера года Нисанова и самого могущественного азербайджанца в России Ильгама Рагимова.
Последний является главой азербайджанской группировки влияния на Кремль и одним из ближайших друзей Путина, чья жизнь и деятельность за годы правления Путина, а также публичные высказывания, позволяют сделать вывод, что он имеет право делать в России все, что ему заблагорассудится, естественно, в отведенных определенных рамках, и даже давать советы и рекомендации по определению политики России в странах Кавказского региона. Например, в конце января 2021 года он сказал, что пока его друг Владимир Путин находится у власти, нужно работать над вопросом вывода миротворческих сил из Карабаха, иначе, если в России сменится власть, сделать это будет невозможно. Кроме того, отметим, что Нарышкин имеет близкие семейные отношения с семьей президента Азербайджана. Его дочь дружит с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Оставляйте ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых важных новостей региона и мира.